Ребятушки, всем доброе утро, добрый день. Сегодня хочу настроить золото. Заодно, вкратце так прогнать настройку шаблона. Что мне будет интересно здесь увидеть, что как. Ну и, собственно, может быть, кому-то это будет полезно, зайдет, и вы подпишетесь на канал. И тем более подпишитесь на канал в Telegram. О, как пошло движение. Который я только что создал. Там будет вся... не то, что подробно. Короче, там будет интересная инфа, поэтому как наберем там человек 100-200, откроем чат и будем дополнительно общаться уже в рамках YouTube канала. Ой-ой-ой, что такое? Вот это минутки стреляют. Значит, почему золото? Почему не биток, не все остальное? Потому что, значит, показываю. Есть интересная зона, куда мы тихонечко идем. И хочу посмотреть, что здесь было. У меня загружена история с 20 сентября. Посмотреть, какие здесь интересные моменты и так далее. И откуда уже наметить, может быть, раскидать лимитки. Поэтому вкратце сейчас попробуем быстро все это сделать. Значит, у меня здесь пока что загружена только история. Это стандартный шаблон. Значит, если мы сейчас сразу перейдем, давайте сделаем час. И множитель, а вот с множителем не знаю, сколько на золото надо. Сейчас подберем. Пока сделаем единицу. Вот. И, значит, это полностью стандартный шаблон, который появляется при открытии дельты ривера. Так, свечи, да, можно, конечно, еще. Давайте еще ужмем до 3, чтобы... А потом раскидаем их. Значит, здесь что мы видим? У нас есть метки времени. У нас есть фон кластера, у нас есть максимальный объем, цифры, свечи и так далее. Все это убирается путем правой кнопки. И, значит, вот это вот все. То есть фон кластера, хоба, убрали. Пока я его верну. Но чтобы не заморачиваться, River есть волшебная штука, как центр горячих клавиш. Вот. И здесь, собственно, если вы проставите... У меня стоят горячие клавиши, QWERTY. Получается, если я их все подряд нажимаю, у меня становится вот такой график. И максимальный объем буквы М убираю, у меня получается вот такая вот вещь. В принципе, с этим уже можно работать, но визуально все-таки хочется почистить и настроить себе те места, которые будут более интересны. Значит, поэтому переходим сейчас в опции. И сразу можно поменять, допустим, градиент на какой-нибудь такой вот. Потом это мы пока все оставим. Усредненный расчет максимум мы сделаем сюда. Свечи сделаем такие. Тень бара чуть-чуть потемнее. Значит, отрицательное значение дельты. Помощник стрелочник пока берем сюда. Время, цену уберем. Контраст и сетку. Все. Того у нас получится... Ой, слишком зеленое. Сейчас чуть-чуть подправим. Так, пусть, наверное, примерно... Да, пусть пока такой будет. Так, тикет почему-то очень сильно видно. Это надо в цвет него сделать, тогда он будет... Ладно, окей, оставляем. Пока все нормально. Так, что нам нужно еще? Кашель я постараюсь вырезать. Значит, мы перейдем на объем полной дельты, чтобы нам видеть и дельту, и, в принципе, всю вот эту вот историю. Хотя сейчас... плюс сюда же нам нужно продлить историю, которая записана, то есть 20... давайте посчитаем. 2 месяца. 2 месяца умножаем на 30 дней, умножаем на 24 часа. Получается, нам надо, 1500 часов прописать в объеме профиля по цене. Пишем 1500. Применяем. И вуаля, сейчас все загрузится. Да? Так, биток, наверное, надо было отключить, потому что он сейчас много есть будет. Так, в принципе, тут пока ничего интересного нет. Так, сейчас мы это сделаем. Список тикеров, открытые, BTC, убрать. Угу. Все, сейчас не так будет виснуть. История. История у нас прогружена. Вот оно как раз
с 19 числа. И нас интересует вот это вот место. Теперь, так, все равно как-то широко, блин. Давайте на 5 сделаем. Попробуем. Нам надо сильно-сильно сжать и настроить все вот эти вот моменты. Так, ну я предлагаю пока начать как бы с такого, с простого. Это сделать подвал. Подвал это у нас вертикальный объем по времени. Нам нужно ее сделать дельта, отдельное отображение, усреднение, разделять, затемнять, если сделаем 60, тень дельты пока не надо. Так, ну и сделаем верхнюю, нижнюю тень по 70%. Это платная уже версия, платная версия. И подсветим их таким вот образом. Блин, как здорово стало при выборе цвета, то что он не переподключает себя. Так, и вот у нас уже здесь был сигнал, вот она тень. Ушли и наверх. Слой структуры, тест зеркального объема, поперли. Так, вот такой у нас вид получается. Все здорово, все хорошо. Так, здесь можно чуть-чуть сделать вправо. Стакана на Форексе нет, поэтому он там справа не нужен. Теперь нам нужно подсветить интересные объемы. Для этого я думаю, мы полностью можем убрать вот эту вот вещь. Это у нас прозрачный цвет. Ой, прям вообще, как это все быстро стало. Раза в 3, наверное, быстрее. Руслану огромный рахмет. И все, наверное, на монтаже я вырежу этот кусок. Ну, в общем, убрали все объемы. Примите, у нас все стало серое. Теперь нам из этой серой массы нужно подчеркнуть что-то интересное в пользовательском фильтре. Я тут заметил одну интересную вещь, что если взять, так, вот это мы сейчас получили все объемы от минимума до максимума. Если мы возьмем, в принципе, покупку и продажу дельты, давайте это сделаем поярче зеленым. Так, ну, что-то вот отсюда, например, сейчас отстроим. И продажи. Покупки, продажи. Дельта без условий, просто объем применить. Ничего, абсолютно ничего у нас не подсвечивается, значит слишком много взяли. Опустим наполовину. Так, получить продажи. Это ж общий, господи, да, виноват. Обновить, покупки, обновить. Применить. Все равно, нет, тут включено. Все равно что-то как-то много. Окей. Начнем мы с 1000. Давайте попробуем. И там уже от нее будем плясать. Крайне давно я не сидел на золоте. Да ладно. И все равно ничего. Ну нет, вот. Кое-что начинает проявляться. Окей. Да, давайте возьмем 700. Мы потом общий объем можем настроить отдельно для зон интереса. И смотрите, охренеть, 700 тоже как-то много. Но вот здесь очень хорошо видно. Мы снимаем ликвидность, идут сильные продажи, но их вытягивают наверх. И это уже очень хороший сигнал. Так, неужели 500 придется делать? Интересно. Да, уже что-то начинает проявляться. Но этого теперь крайне много. Можно попробовать сделать на 600. Все, отлично. Да, все, здесь светится нормально. Продажи ушли вниз на ретесте. Ага. Так, давайте попробуем общий объем. Ну, пусть будет какой-нибудь, не знаю, синий. Так, получить. И посмотрим. Ого, много.
Так, 15 сделал. Ага, тоже много. Ну, 13. Наверное. Да, пусть пока будет так. Посмотрим. Может, он вообще нафиг не пригодится, поэтому нет, самое, не особо интересно. Так, посмотрим, что у нас здесь происходит. У нас очень хороший уровень. Идут на пробитие, поджатие. Объемом дали, подошли, откатили. И должен был хороший быть пробой, но его нет. Ладно. Так, пока больше ничего навешивать не будем, наверное. Потом можно взять импульс level. Биги я не делаю, это не делаю. Ну и пока все. Да. И теперь поработаем с этим местом. У нас есть, во-первых, пин-бар. И можно настроить вот здесь вот эту вот вещь. Это называется локальный профиль. Значит, сделаем сразу POC. Режим пока объемы. Да, объем покупок уберем. Это уберем. И вот это, по-моему, вот так. Все время я забываю. Да, вот, интересно. Он у нас здесь сформирован не полностью. Если мы посмотрим сюда, то здесь все, конечно, очень сильно раскидано. Тогда мы можем взять вот это вот место. Вот. Уже поинтереснее. То есть у нас есть, во-первых, что мы видим? У нас есть пустота, то есть у нас есть некий имбаланс. Отметим его пока сюда. Также у нас есть пустота вот здесь, тоже ее отметим вот сюда. И, наверное, вот так вот. Перво-наперво. Значит, теперь сверимся. Значит, у нас движение падало вниз, объемы у нас росли. И, так, это я пока, наверное, приберу. И значит, на всем движении у нас был здесь покупатель. Мы его здесь прекрасно видим. Все, здесь отсюда пошло, сломало. Тест, ушли. Что я хотел? Ну да, зону имбаланса подключим. Тоже это платная версия. Импульс level. Так, имбаланс зон 5350 почему-то у меня стоит. Хотя должно быть, по-моему. Ладно, пока сделаем так. И уберем неактивные. Да, вот так вот. Смотрим, что у нас. Пока у нас ничего нет. Так, я тут обратился немножко за подсказкой. Сейчас мы по имбалансу решим. Забыл настройки, но, по-моему, не 300 было, что-то другое. Так, ну и что мы еще можем взять сюда? Посмотреть. Коляшку не надо. Зигзаг. Можем, конечно, CCI подглядеть. Так, ставлю здесь на 23. Включим. Угу. Так, был дивер и ушли. Что у нас сейчас? Пока есть первый пробой. Так, до зоны нам еще лететь и лететь. Что у нас здесь, в принципе, получилось? У нас есть интересная зона пока, кстати, для входа. А что бы и не зашортить, например. Сейчас посмотрим. Так, ну откуда-нибудь отсюда, наверное. Сейчас глянем, если подъедут. Так. Уведомления пользовательские собственные применить. Все. Сейчас, если дойдем, можно попробовать шортануть с коротким стопом. И. В принципе. Да.
Здесь надо, конечно, ждать, я думаю, что пониже. А может быть даже и на пробой, а оттуда уже заходить. Ну, будем смотреть по объемам. Если появится покупатель где-то, то уже от него, конечно, будем работать. А так, в принципе, ну, не сказать, что что-то интересное. По крайней мере, я для себя по своей системе здесь особо ничего не вижу. Так, здесь вот у нас может быть залочка, кстати. Может быть. Так, это если что мяч. Мгм. Ладно, будем посмотреть. В принципе, в любом случае, давайте посмотрим на это все глазами техника. Ой-ой-ой, что тут такое? Так, сейчас, секунду, поменяю. Так. Ага, все. Давайте, что мы видим? У нас был диапазон, мы его пробили, ретест вниз. Тренд нисходящий. Что у нас есть? У нас есть, ну, по крайней мере, недельный диапазон сверху снизу. По дневке мы видим, что у нас тренд идет вниз. То есть не исключено, что, конечно, здесь будет пробитие. Продолжение, тем более там путы колы на 1300-1200. Идет очень хороший такой тренд. Да, здесь был отскок, значит, подошли, зашли сюда. Ну, единственное, что я не думаю, что это будет какое-то там двойное дно. Может быть, конечно, откат. И после него продолжение движения. Тут надо посмотреть. А давайте мы сейчас и посмотрим, что если у нас пошло движение вниз. Поку тут уже, да, я вижу. То есть у нас есть, ну, вообще не заполненная, конечно, вот эта вещь. И теперь, значит, да, вот это нам, тем более здесь ликвидность, вот это нам вряд ли понадобится. В принципе-то можно вот отсюда. Сделаем даже посередине. Вот отсюда взять шорт. Если заполнят, у нас есть ликвидность раз, два, три. Тут пройдут. Ну, а если придет сюда и на лонг, то это будет целью для тейков. Да, вот он как раз объем. А может быть даже и вот сюда. То есть такой диапазон я отмечу. Сюда, сюда. Все. И вот такой сценарий будем ожидать по золоту. 61-65, 4 бакса. Но это, в принципе, для депозита терпимо. Хотя, если они придут сюда, здесь постоим, наверное, на заполняемость. Угу. Да, лимитками можно вкинуть. Здесь ставлю штопок. Вот, значит, мысли такие. В принципе, если пойдут на отскок и пройдут вот эту зону, цель будет вот сюда вот. В этот объем. А отсюда можно уже будет попробовать шортануть на продолжение тренда, продолжение движения. Посмотрю, что у нас 4-часовик. Ну да, куда-нибудь туда. В принципе, вот оно и все. Я думаю, ничего сложного нет. Все понятно. Отстроились. О! Да, Сережа, смотришь, наверное. Смотри, как четенько. Четенько. Все. Пусть пок стоит тут.
сверху, значит, баланс пока особо нет. Ну да, да. Смотрите, как интересно. Отметили как раз зоны, и они все здесь. Ну, по результатам, я не знаю, когда, правда, это произойдет. Я запишусь, отмечусь. Если зайду, то сделаю там скриншоты или еще что-то. Пока ничего интересного нет. Все, всем спасибо.